Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы открыли это видео. Меня зовут Мария, и вы на канале From Siberia avec Amour. Я делаю видео для тех, кто изучает русский язык, но не всегда делаю видео о грамматике. Например, сегодня видео будет посвящено тому, как я провела свое лето. Итак, конечно же, люди летом очень любят быть на природе, наслаждаться солнцем и теплом. Летом проходят различные фестивали, летом люди берут отпуска и каникулы. И я, конечно же, тоже за это лето успела сделать многое, и об этом я сейчас вам расскажу. Первое классное событие, которое мне удалось посетить этим летом, это фестиваль колокольного звона. Он проводился в местном монастыре. Мне давно хотелось побывать на подобном фестивале, но у меня никак не получалось, но вот наконец-то в этом году я это сделала. Там был не только концерт с колокольным звоном, но также была и ярмарка. Также были выступления академических хоров с классической музыкой, а также были выступления с русской народной музыкой. Было очень много людей, многие гуляли по берегу реки, и, как ни странно, колокольный звон мне потом еще несколько раз за лето встречался. Я снимала очень много, и у меня есть красивая запись колокольного традиционного звона, но я решила выложить эти куски отдельно в отдельном видео, чтобы не удлинять видео это. Вторым поистине грандиозным событием моего лета это была поездка в Татарстан. Если вы не знаете, то Россия это федеративная республика, то есть у нее есть федерации, и, соответственно, Татарстан это такой субъект федерации, так же, как я живу в Красноярском крае, в одном субъекте федерации, и вот есть еще один другой. Там живет один из народов России, татары, это тюркский народ. И все вывески там одновременно и на русском языке, и на татарском. Традиционно татары исповедуют ислам, поэтому я смогла насладиться очень красивыми мечетями. Почему же я туда поехала? Дело в том, что моя бабушка, она родилась в Татарстане, в одной из деревень Татарстана, она там жила и училась, и где-то уже ближе к 20 годам она переехала в Красноярский край. Моя бабушка была русской, но несмотря на это, у меня есть большие подозрения, что у моей семьи были и татарские корни тоже. И мне очень-очень давно хотелось поехать в это место, в этот город, где жила моя бабушка, и увидеть те места, о которых она мне рассказывала в детстве. В Казани она тоже была, она пыталась поступить в университет, но провалилась, но я никак не могла все равно не поехать в Казань, это столица Татарстана, поэтому мы начинаем именно с этого города. Казань – это очень-очень-очень красивый город и очень-очень древний. Истоком, можно сказать, города Казань является Казанский Кремль, и в Кремле находится буквально жемчужина города Казани, одно из самых красивых зданий – это, конечно же, мечеть. Я побывала и внутри мечети, и на самом деле вживую она намного красивее, чем какое-либо фото или видео. Это просто безумная красота. Казань стоит на слиянии двух рек, поэтому, конечно же, там есть очень красивая набережная. Сначала я посетила один конец этой набережной, затем на следующий день я пошла на другой. Они оба имеют очень разный дух, но по ним очень приятно гулять.
Также то, что мне очень понравилось в Казани, это архитектура. Конечно же, архитектура в центре города. Казань уже давно очень крупный город, и в 19 веке это был большой такой экономический центр. В отличие, например, от моего города, там жило уже много людей, там были богатые купцы. И, конечно же, они вкладывали свои деньги в свои дома. Они заказывали архитекторов, которые строили дома также в столице. Но кроме каменных зданий, в Казани также сохранились и традиционные деревянные постройки. Конечно, они были реконструированы, но, тем не менее, мы сейчас можем насладиться такой традиционной слободой, традиционным местом, где жили татары. Сейчас в этом квартале находятся различные музеи, рестораны, гостиницы. Это очень приятное место. Там я зашла и в ресторан, и отведала, то есть поела очень вкусных традиционных татарских блюд. Также я планирую еще сделать видео о 2 простых татарских блюдах, которые каждый сможет приготовить дома, так что обязательно оставайтесь. Что я еще посетила в Татарстане? Это древний город Болгар. Ну, или вернее, то, что от него осталось. Те развалины, которые от него остались. Болгар был столицей древнего государства Волжская Булгария, которое потом завоевали монголы, а потом вся его территория вошла в состав России. В 922 году болгары приняли ислам, и теперь здесь находится центр по изучению ислама, и также стоит очень красивая мечеть, и эта мечеть стала официально первой мечетью, в которой я побывала. Мечеть в Казани, которую я показывала до этого, я ходила уже после. Еще здесь же я впервые услышала азан полностью, и также у меня есть полная запись, и это будет во 2 видео. Следующая остановка – это город Свияжск, или точнее село Свияжск. Он был основан в 1551 году по приказу Ивана Грозного, думаю, что вы его знаете, и была основана эта крепость, это поселение для того, чтобы завоевать Казань, Казанское ханство. Если честно, то этот день один из самых прекрасных дней моей жизни. Это одно из самых чудесных мест, которые я посетила в своей жизни. Во-первых, там просто безумно красиво. Старинные монастыри и церкви. Одна из церквей стоит еще с самых первых лет Свияжска. И это безумно интересно мне, как любителю истории, посмотреть, какими строились православные церкви в 16 веке. Конечно же, она была немного перестроена с течением времени, и там некоторые деревянные балки были заменены, это понятно. Но когда входишь внутрь, в эту темноту, то легко ощутить, что чувствовали люди, когда они вот стояли там. И очень интересно, как люди тогда молились в таких пространствах, потому что те церкви, которые есть сейчас у нас православные, они, конечно же, совсем другие, да и не православные тоже. Кстати, при входе в храм женщины в православии должны носить платок, но я платок забыла, поэтому я надевала сверху свой худи, свою кофту, поэтому, возможно, я буду странно выглядеть. Еще я поднялась на колокольню монастыря, и внезапно там начали звонить колокола. Так что не только на фестивале колокольного звона я смогла послушать, как звучат колокола, какие там есть мелодии, но и вообще своими глазами увидеть, как работает система колокольная. Там колокола были автоматически, то есть не было человека, не было звонаря. Чем еще знаменит Свияжск? Это тем, что там сохранились фрески, которые, как считается, были созданы около 1605 года. И, знаете, это место меня просто потрясло. Потому что ты сидишь на лавочке,
а за твоей спиной в каких-то буквально 4 сантиметров просто история 4 веков. И можно приблизиться и рассмотреть все эти маленькие детальки. Можно было там находиться только полчаса. Я вот все полчаса там провела, я не хотела покидать это место. Я не могла остановиться фотографировать, не могла остановиться снимать. Мне очень нравятся эти такие, скажем, традиционные фрески в церквях. Это очень красиво, это живая история, это просто потрясающе. Конечно же, я была бы не я, если бы я не пошла в музей Свияжский. Один музей, это музей истории Свияжска, он также пойдет во вторую часть, но второй музей я хочу вам обязательно показать. Это музей археологического дерева. В общем, почва в этом месте позволяет хорошо сохранять дерево. То есть дерево не разлагается, пока оно находится в почве. Я уже, кстати, рассказывала о каменных деревьях на своем канале и как, собственно, этот процесс происходит. У меня, конечно, очень странные темы для канала о изучении русского, но извините. И, собственно, бревна, из которых строились дома с 1551 года, то есть времен, когда вообще Свияжск был основан, они были откопаны, сохранены и расположены на том же самом месте, где их нашли. И вокруг вот этих вот остаток зданий был создан музей. И я была в таком просто безумном восторге. Я ходила там, не знаю, несколько часов, наверное, опять все фотографировала, снимала. Это, опять же, это прикосновение просто к истории. Буквально вот чуть-чуть, и ты, кажется, прикоснешься к этим древним балкам, которые столько веков хранились и жили. В общем, опять повторюсь, этот день был действительно великолепным, один из самых лучших дней моей жизни. Но мое путешествие на этом не закончилось, потому что, как я вам говорила, я приехала в Татарстан, чтобы посетить места моих предков. Поэтому я арендовала машину и поехала в деревню, где родилась моя бабушка, а также мои прадеды тоже. И тут снова мне приходится делать анонс, потому что иначе это видео было бы просто гигантским, оно и так, наверное, будет очень длинным. Но я ходила там на кладбище, и еще у меня будет отдельное видео про кладбища России, потому что мой канал начался с кладбища. И мне кажется, это интересное такое антропологическое немного исследование, как они выглядят. Ну, в общем, опять же, это видео грядет когда-нибудь. Итак, это село называется село Костенеево. И, по-моему, первые упоминания о нем относятся к 16 веку. Я смогла зайти на территорию церкви, которая была построена в 1722 году. А рядом стоит город Елабуга, где моя бабушка, собственно, провела свою молодость и училась. Елабуга, кстати, как и Казань, были такими охранными крепостями для Волжской Булгарии. Но в основном город развивался во второй половине 19 века, и так что его центр – это все дома купцов того времени, и также здесь сохранились, можно сказать, традиционные дома, такой традиционный вид города 19 века, то есть очень богатые люди строили себе каменные двухэтажные дома, а люди победнее имели одноэтажные деревянные дома. И, собственно, где-то виднелись колокольни церквей. И вот это вот такой стандартный пейзаж русского города 19 века. Ну и, собственно, по величию соборов, которые там стоят, можно понять, что город действительно был богатым, и там жили богатые люди в свое время. Ну и, конечно же, развалины булгарской крепости и мечети одновременно, о которой мне рассказывала в детстве бабушка.
Ну что же, идем дальше. Еще одно событие – это посещение выставки Василия Сурикова. Василий Суриков – это известный русский художник второй половины 19 века, и он родился в Красноярске. И к 175-летию со дня его рождения в Красноярск привезли его известные работы, которые хранятся в музеях Санкт-Петербурга и Москвы. Ну и, наконец, последнее значимое событие моего лета – это Сибирский гастрономический фестиваль, который называется Тайгастро. Смысл этого фестиваля в том, что различные рестораны и кафе в Сибири представляют свои сеты, в основах которых должны находиться продукты местного происхождения. Я смогла посетить 2 заведения, хотела больше, но не получилось. И угощалась я такими вещами, как тартар из морала, пельмени из утки, ризотто из гречки, лимонад с морожкой, малиной и пихтой. Ну что же, вот и все. Пожалуйста, пишите мне, какие интересные события произошли с вами этим летом. Жду вас в своем видео номер 2, в котором будет еще больше красивых видов, больше красивых впечатлений и больше красивой музыки. Все ссылки на видео, которые были, которые будут, я оставлю внизу. Жду вас в своем следующем видео о кухне, языке, истории. Всем пока! И еще список интересных слов будет внизу.